Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, друзья! С вами проект New Era. И сегодня мы будем говорить об очень интересной и обширной теме, такой как кератопластика. Ведущими сегодня являются врач-офтальмолог, лазерный, рефракционный, катарактальный хирург НМХЦ имени Пирогова Алексей Александрович Голяков. Виолетта Анатольевна, спасибо за представление. Также соведущая Богданова Виолетта Анатольевна, Центр микрохирургии глаза «Консилиум», катарактальный, витреотинальный хирург, также младший научный сотрудник Института усовершенствования врачей Пирогова. И наши приглашенные эксперты Демьянченко Сергей Константинович, это заведующий отделением оптико-реконструктивной и рефракционной хирургии Калужского филиала МНТК микрохирургии глаза имени академика Федорова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. И второй эксперт Калиникова Светлана Юрьевна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, научный сотрудник МНТК имени Федорова, Центр фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем. Спросим у наших гостей, как пришли в профессию, почему именно выбрали офтальмологию и как стали офтальмологами, как пришли к нынешнему состоянию. Ну, давайте начнем со Светланы Юрьевны. Да, во-первых, хотелось бы поблагодарить за приглашение. Это очень приятно, что сейчас проводятся такие программы научно-образовательные, доступные для студентов, для врачей, для хирургов. Вообще, я сама родилась в семье врачей, мои родители офтальмологи, сестра двоюродная тоже офтальмолог, родная сестра стоматолог. Можно сказать, что потомственный врач. Но, скажу честно, душа моя не всегда лежала к медицине. Я все свое детство и школу училась в художественной школе, училась рисованию, архитектуре и хотела поступать в архитектурный институт. Но с боем родители меня направили в медицинский. Я тогда сказала, что я закончу медицинский, но потом получу обязательно второе образование. Но, как вы понимаете, поступив в медицинский, получить второе образование уже невозможно. Вот. Но скажу вам честно, в медицинском институте я училась в третьем меде. Мне с третьего курса начала очень нравиться медицина. Я решила, что медицина – это очень творческая профессия. Как вы знаете, много врачей, они же художники, в том числе и Филатов, Даль, Булгаков, то есть очень много. Это говорит о том, что медицина вообще, она для креативных людей. И, может быть, поэтому она мне и понравилась. Дальше я закончила институт и поступила в ординатуру, аспирантуру, отучилась в МНТК имени Федорова под руководством профессора Бориса Ударовича Малюгина и Сергея Анатольевича Борзенка, защитилась в 2023 году и по сегодняшний день осталась там работать. Но это правда, что офтальмология в целом, вот как отдельная специальность, очень творческая. Нужно всегда креативно мыслить, нестандартные какие-то ходы искать. Поэтому это правда, что не может врач быть просто врачом. Должна быть какая-то жилка. Да, согласна. Ну и спасибо родителям, что все-таки настояли, да, на медицине. Вот иногда нужно к родителям прислушиваться. Вот это тот момент. Да, Сергей да. Константинович, расскажите, пожалуйста, о себе. Добрый день. Также хотел бы вас всех поприветствовать, выразить признательность за приглашение на проект New Era. У меня еще более долгая история и не совсем стандартная. Медицина в семье была, мама была медсестрой, но семья военных. И, собственно, когда она поняла, что медсестра – это не предел того, кем бы она хотела быть, получалось так, что переезд из одного гарнизона в другой и поступить в университет или в медицинский институт она просто не могла. Поэтому
когда мы с братом подрастали, у нее было огромное желание, чтобы мы пошли по медицинской стезе. Однако для брата этот путь не состоялся. Мы переезжали в лихие 90-е из Эстонии, и у него не было возможности, то есть первый экзамен он провалил, не готовясь целенаправленно, дальше армия, и уже дальше он пошел так по коммерческой стезе. Надо мной родители проводили работу заблаговременно, поэтому действительно я последние годы школы посвятил медицинскому классу. Придя в институт, я жутко разочаровался. Тяга к философии в институте показала, что философ не тот, кто философствует, а тот, кто добуквенно знает место рождения Канта и из чего состоит материя. Дисциплины медицинские вызывали оторопь, потому что мне по юношескому максимализму казалось, что практически все специальности нарушают качество жизни человека и ставят его в какие-то жесткие рамки. То есть он не может жить на привычный темп, привычным ритмом. Ситуация изменилась на 5-м курсе. Я наконец-то увидел ту профессию, которая мне нравится, где нет больных. Это акушерство, гинекологию отчленяя. Это было увлечение именно акушерством, где есть один здоровый человек, внутри которого растет другой здоровый человек. И на выходе, если доктор все сделал правильно, огромная ответственность, наверное, самая большая во всех медицинских специальностях, но там на выходе 2 здоровых человека. Но, к сожалению, попасть в ординатуру по акушерству и гинекологии не представлялось возможным. И тогда это было целевое направление. Мне дали на выбор. Есть лор-болезни, есть хирургия, есть офтальмология. Поскольку, будучи студентом, я дежурил и, в принципе, воспринимал себя как уже врача с определенными навыками и мануальными в том числе. А мои друзья, студенты, которые ходили и дежурили в хирургии, на тот момент уже одаренные товарищи, но оперировали уже пластики грыж, то есть не просто аппендицит. И я выбирал ту специальность, которую нам преподавали хуже всего. Догонять я просто не хотел. То есть я понимаю, что все интересуются. Вот я приду нулевый, а ребята уже что-то разбираются. В общем, мне не хотелось быть догоняющим. И вот таким случайным образом я выбрал офтальмологию. С первого шага в клинику я понял, что это лучше, чем то, что я себе вообще представлял. И в своей жизни я нашел еще одну специальность, где правильные действия врача делают человека свободным от медицинского сообщества, и он продолжает жить полноценной жизнью. А путь внутри, наверное, был такой же, как у Светланы Юрьевны. Я пришел в ординатуру в МНТК микрохирургия глаза имени Федорова, и, наверное, со 2-го года, с окончания 1-го года ординатуры попал под крыло профессора Малюгина Бориса Эдуардовича, и поэтому все направление своей будущей практической деятельности примерял к тому, что я видел в его руках. И поэтому, в общем-то, основной упор был на тот момент это катарактальная хирургия. Роговичной хирургии было не очень много, и на тот момент послойная хирургия практически не выполнялась. Это в основном были сквозные кератопластики. И закончив ординатуру, аспирантуру, перейдя в Калужский филиал, каким-то пунктом для меня стояло, что да, вот кроме катаракты я бы хотел еще заняться роговицей. И когда, в общем-то, руководство предложило уйти в это направление, я с удовольствием согласился. И дальше последние 8 лет развиваюсь в этом направлении. Получается, случайности не случайны. Абсолютно. И очень важно найти учителя, наставника в любом пути, который откроет этот мир офтальмологии, даже любой другой специальности и заинтересует. Это, мне кажется, очень важно в становлении молодого врача. Перед тем, как мы перейдем к живой хирургии, у нас есть видео про iLab. iLab – первый негосударственный глазной банк в России. Современные технологии и собственные уникальные разработки помогают излечить самые тяжелые заболевания глаз.
С 2013 года ведущие офтальмологи страны дают возможность пациентам с патологиями роговицы посмотреть на мир новыми глазами. Наши изделия используют не только в лечебных учреждениях Российской Федерации, но и в странах СНГ. iLab использует только лицензированный и проверенный материал. Мы полностью контролируем изготовление и доставку. Высочайшие критерии отбора, обработки и консервации материала позволяют проводить плановые операции кератопластики пациентам с различными патологиями роговицы. iLab – это четкий и ясный взгляд в будущее. Мы идем в ногу со временем и применяем новейшие мировые технологии. Наши специалисты постоянно развиваются, участвуют в международных проектах, проводят обучение и передают свой опыт на курсах повышения квалификации офтальмохирургам России и стран СНГ. Для нас нет ничего невозможного. Мы дарим зрение тем, кто уже потерял надежду. Глазной банк iLab. Мировой опыт, качество, гарантия результата. Теперь мы переходим уже к живой хирургии. Хирургом выступает Александр Сергеевич Басинский. Это офтальмологический центр профессора Басинского, город Орел. Ассистент, врач-офтальмолог Ткаченко Иван Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемая студия. Да, сегодня у нас предполагается операция ЦАЭК. Пациент 73 года. Я кратко расскажу историю. В 2012 году был сделан ФЭК на обоих глазах. Обратился с ухудшением зрения в 2023 году. При осмотре интраокулярная линза вместе с мешком на глазном дне. Была выполнена витерэктомия, поднят искусственный хрусталик, подшит в плоскую часть цилиарного тела. После этого на фоне выраженной офтальмогипертензии в послеоперационном периоде развилась псевдофокичная булезная кератопатия. Это было в 2023 году, 2023 год. И вот сейчас уже у нас конец 2024 года. Получилось у нас взять пациента на очередную хирургию, чтобы восстановить зрение на этом глазу. Так пациент записан в НИИ Гельмгольца, получается, на 26 год. И то это пока еще не точно. Вот такая краткая предыстория. Спасибо. Теперь приступаем мы к хирургии. Пациент уже подготовлен, да? У него была проведена анестезия. Да, мы выполнили субтенонную анестезию, артикаин плюс бупивакаин. Как видно? Да, хорошо. Хорошо. Готовь хвост. Сейчас мы начнем сначала, поставим подачу. У нас открыта комбинированная кассета, поэтому у нас есть подача постоянная. Оперируем мы Constellation, микроскоп Zeiss Lumira T. Ну и вот у нас вспомогательная система Ingenuity. Постараюсь сделать, чтобы у нас был разрез этот основной очень минимальный, чтобы хорошо стояла подача, потому что она у нас привык пользоваться задней камерной, оригинальной. Компенсация внутриглазного давления включена. 3,1 мм. Давай-ка мы, наверное, сделаем Инфузия выключена. чуть поменьше. Компенсация внутриглазного давления включена. 2,5 мм ртутного столба. Инфузия. Не двигайте глазами, пожалуйста. Инфузия выключена. Нет, нет. Александр Сергеевич, подскажите, пожалуйста, какой уровень подачи? Вот я сейчас снизил до 25, но у меня здесь немножко стол стоит выше, чем положено. Компенсация, нажмите педаль. Инфузия выключена. Посмотрите чуть выше. Вверх смотрим.
Стой. Угу. Давай. Все прямо смотрим. Прямо. Нож 20-го калибра. Дадите мне раствор тоже, чтобы... Компенсация внутриглазного давления включена. Не двигаем 2, глазами. 5 миллиметров ртутного столба. Инфузия. Пора сделать короткие парацентезы, чтобы это не мешало в дальнейшем нам работать Мгм. с 10-метровой мембраной эндотелиальной. Ссылаем. Давай пока сразу покрасим, чтобы она... Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, а расположение парацентезов и подача, оно стандартное при этой операции? Бывают вариации по часам? Нажмите «Инфузия выключена». Ну, варьировать можно, но обычно вот так, где-то в 4 квадрантах. Здесь у нас парацентез, чтобы заводить пинцетом материал в камеру напротив основного разреза. Мгм. Вот, а здесь вспомогательные при манипуляции. Значит, сделаем тоже основной разрез. Компенсация внутриглазного давления включена. 2-5 миллиметров ртутного столба. Инфузия. Обязательно красим десиметку с эндотелием, больше десиметровой мембраны, чтобы лучше она визуализировалась. Довели еще краски, пожалуйста. Давай пока разметим. Какой краситель вы Разметчик. используете для окрашивания Обычный, десятиметра? да, трипановый синий для передней камеры. А основной разрез вы делаете стандартный? Какой-то определенный? Или... Вот единственное, стараюсь его делать, чтобы он был вот достаточно короткий, опять же, чтобы это не мешало манипулировать с лоскутом потом, чтобы не попадал, когда мы высекаем 10-метровую мембрану. Вот, потому что длинные туннели иногда бывает, и особенно при имплантации, что уже лоскут на него ложится, и это может быть не очень удобно при завершении хирургии. А по ширине основного разреза? Вот пока мы сделали 2,2, где-то расширим его в конце до 3,5, может быть 4 миллиметра. Но 3,5 вполне вот воронка входит. Смотрите прямо на свет. Угу. Нажмите «Передать снова» для подтверждения Воды. выключения инфузии. Это разметчик сейчас был, да? Да. Скажите, а эпителий вы снимаете перед тем, как... Я сниму эпителий, но опять же разметчик плохо без эпителия работает. Все, прямо смотрим, замрите. Давай еще краски. Нажмите «Инфузия выключена». Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, используете ли вы еще дополнительно внутрикамерную анестезию или только ретробульбарная инъекция? Ну, только вот субтеноновая инъекция, обычно этого достаточно. Мы, в принципе, всю хирургию делаем на субтеноновой анестезии, в том числе витреальную, и этого пациент может спокойно до 2 часов лежать. И обычно не возникает проблем. Спасибо. А будете ли вы использовать вискоэластик на этапе дисцеметорексиса и удаления дисцеметровой мембраны с эндотелием, или вы потом переключитесь на подачу воздухом? Ну, можно и так, и так. Обычно делаю на воде без вискоэластика. Воздух иногда приходится использовать, если это какие-то сложные случаи, и если нужно углубить переднюю камеру.
Сейчас мы посмотрим, как будет видимость, как будет получаться. Да, спасибо. Так, у нас планируется размер имплантата 7,75, разметка у нас 8, поэтому мы где-то вот чуть поменьше постараемся взять. Александр Сергеевич, во время всех манипуляций уровень давления один и тот же, который был в начале, верно? Ну, да. Мгм. Как? Вы сказали, что делаете субтенонную анестезию. Вы ее делаете во внутренний нижний квадрант? Стандартно? Да, субтенонная анестезия выполняется стандартно Мгм. во внутреннем носовом квадранте. Мгм. Вот у нас вот здесь видно, где она была выполнена. Порядка, сколько там, 3 кубика, 50 на 50. Артикаин, бубивакаин или нарапин. Мгм. А то, что это субтенонная анестезия в какой-то момент может влиять на зрачок, это никак не влияет на хирургию? На расширение зрачка? Ну, нет. В принципе. Мы используем скрепер. Приходится работать с левой руки. Александр Сергеевич, а вот в продолжении вопроса про зрачок, используете ли вы холиномиметики или считаете, что нет необходимости миоза в ходе этой хирургии? Считаю, что в принципе необходимости большой нет. Опять же, это ЦАЭК. Это операция, в чем ее большой плюс, что она позволяет работать и в сложных условиях, и она не столь зависима, как тот же Демек или Педек, когда нам приходится это в переднюю камеру имплантировать материал, который достаточно, скажем, легко его там потерять, да, который может уйти за зрачок. Вот. Поэтому здесь в этом плане проще. В этом плане проще. Потому что я сейчас продемонстрировал во время имплантации, я стараюсь имплантат удерживать до последнего, до того, как его ввел в камеру, и он у меня, я его держу пинцетом, пока он у меня не расправится, я его не отпускаю. Это исключает варианты разворота его, переворота. В этом плане эта хирургия Александр Сергеевич, я хотел уточнить, у нас у пациента, правильнее сказать, линза подшита вместе как комплекс, капсульный мешок, интраокулярная линза? Нет, комплекс убран, без мешка. Мешок я убирал. Вот здесь. Вам не больно, Владимир Анатольевич? Больно? Давайте тогда в камеру. В камеру. Анестезию добавим мы. А что вы будете добавлять в камеру? В камеру стандартно лидокаин 1%. Мгм. Всё. Так, ну что, в общем-то у нас здесь все готово для введения медицинского изделия для кератопластики.
Вот, конечно, что хочу сказать, пока вот анестезию готовят, буквально пару слов. Здесь такие дифирамбы в сторону компании iLab в том плане, что, наверное, если бы меня 10 лет назад спросили, буду ли я заниматься кератопластикой, то, наверное, бы я с уверенностью ответил, что это в принципе невозможно. Невозможно по причине того, что в условиях частной клиники, да и вообще наших городов, удаленных от центра, достать материал, который заготавливается, да, если в обычных условиях это трупный материал, вот, это невозможно было достать, и в принципе это, наверное, все было каким-то недостижимым, но благодаря банку iLab все это реально возможно, все это теперь можно выполнять. И здесь у нас даже в городах на удалении. И теперь это может делать, в общем-то, любой хирург, который достаточно уверенно работает в передней камере, занимается хирургией катаракты, глаукомы. То есть именно операция сама по себе ЦАЭК, она не является какой-то архисложной. Но, по крайней мере, с моей позиции, я занимаюсь хирургией катаракты, витреоретинальной хирургией, хирургией глаукомы. И, в принципе, все это реально выполнять, и это должно быть доступно теперь. Потому что, как мы знаем, у нас присутствует и Светлана Юрьевна, и я вот знаю, пациент, я уже сказал, на 26-й год записан в федеральный центр, что получить эту помощь достаточно непросто. Хотя надо отдать должное вот Калужскому филиалу, по крайней мере, с коллегами мы здесь общаемся, что в Калужском филиале вроде бы это все несколько бывает быстрее. Но это, наверное, уже Сергей Константинович скажет, так ли это или нет. Насколько быстро можно получить в их филиале данную помощь. И поэтому, да, вот iLab, конечно, очень большая благодарность, что мы это все можем делать. Самое главное, возвращать зрение нашим пациентам. Так, ну что, давайте несем материал, да, принесли, будем готовить. Кроме того, можно сказать спасибо, что у нас состоялась такая возможность трансляции межрегиональной. То есть обычно у нас в формате нашего проекта это Москва, а здесь связь с Орлом. Это уже новый уровень возможностей. Да, медицинская, да, мне тоже очень приятно, что мы можем это, в общем-то, продемонстрировать, что здесь тоже все возможно. Александр Сергеевич, расскажите, что за трепан будете использовать? Пробойник. Трепан, пробойник мы будем использовать, который поставляет сейчас, опять же, что очень хорошо, компания iLab. Более подробно о нем расскажет Иван Сергеевич, он здесь рядом присутствует, он этим всем занимается. Думаю, это будет с его стороны более информативно. Могу сказать, что в начале года были проблемы с трепанами компании Море. И вообще с любыми трепанами их просто негде было взять, буквально это март-апрель месяц. И то, что компания iLab уже предоставляет такое ближе к полному циклу, и расходные материалы, сам материал для кератопластики, то это, конечно же, очень-очень хорошо. Потому что все это можно брать в одном месте, это удобно. Ну а работу трепана мы сейчас посмотрим, насколько это все будет качественно сделано. Также вы можете видеть, то, что подготовлен материал, он нам отмечен центр роговицы, на который мы можем ориентироваться и сделать правильно, высечь именно центральную зону. Данный высекатель, он индийского производства. Сейчас он сертифицирован и выпускается под нашей торговой маркой iLab K.
Вот, кератопластика, для кератопластики. Он может также поставляться с медицинскими инструментами, трепаны, высекатели. Вот, сейчас налаживаем, будем поставлять их для наших хирургов, кто пользуется нашим материалом. Он вакуумный. Сейчас вот мы на вакуум взяли медицинское изделие. Вот мы можем видеть, что это 7,75. Здесь у нас 4 посадочных места. А подскажите, какая толщина получилась после выкраивания? Иван Какая Сергеевич? толщина, Иван Сергеевич? Толщина данного заднего послойного трансплантата, он ультратонкий, можно сказать даже нанотонкий, потому что толщина в центре в среднем 70, 80, ну максимум 90 микрон. Нет, шпателек, я проверю, что у нас. Александр Сергеевич, Да. а для визуализации мы петелей убирать перед имплантацией не будем? Или Сейчас можем убрать. потом, мне кажется. Ну, вы видите, что он свободно перемещается, то есть хорошо вырезан, спокойно, без какого-то лишних усилий, хорошо прорезает. Поэтому вот трепан, все отлично работает, без каких-либо проблем. Петелей, давай-ка быстрее прямо. Жидкости туда капнуть. Да, Мы- а мы польем. Думаем. У нас был в среде. Буквально было. Изделие для задней послойной кератопластики поставляется в форме, то есть когда делается срез в глазном банке, Циркуль. со стороны эпителия кэп, он кладется на место, чтобы чтобы материал меньше оттекал. Поэтому после выстекания, как правило, еще необходимо отделить сам задний послойный материал от передних слоев от этого кэпа, который был срезан до этого в операционной глазного банка. Посмотрим. А каким образом достигается такая толщина? Это автоматизация с микрокератомом? Да, Сергей Константинович, можно еще вопрос? Вы спросили, как достигается тонкость, да, такого трансплантата? Да. Да. Ну, мы используем микрокератом для Двигаем глазами. реза и делаем всего-навсего один срез. То есть есть технологии, когда используют несколько срезов. Мы изготавливаем изделие с помощью микрокератома, делая всего-навсего один срез. Делаем когерентную томографию, смотрим толщину исходную, и, исходя из этого, выбираем подходящую толщину микрокератома. Понятно, спасибо. Также известны технологии по поводу фемтовыкраивания. Но, как правило, с фемтовыкраиванием идет работа со стороны эпителия, со стороны эндотелия, и поэтому эндотелиальная сторона страдает чуть больше. И, как правило, это в больших учреждениях, где есть фемтосигнальные лазеры, хирурги сами могут выкраивать с помощью фемтосигнального лазера материал уже Не непосредственно двигаемся. для их нужд. То есть хирург может спокойно заказать изделие в глазном банке iLab для сквозной кератопластики, оно придет к нему в клинику, и, имея фемтосигнальный лазер в своей клинике, он спокойно может выкроить задний послойный графт и использовать уже непосредственно для операции.
Но, безусловно, когда глазной банк берет на себя функцию подготовки материала, это всегда проще. И, собственно говоря, наверное, это наша российская действительность, когда хирурги сами занимаются этим моментом. За рубежом, в Европе и в Америке, как правило, эта функция полностью лежит на глазных банках. В том числе и трансплантация дистемиевой мембраны тоже. Безусловно, да. Где-то 4 миллиметра все-таки сделаем. Так, давайте возвращаемся к материалу. Мы будем аккуратно забирать. Он тоненький очень. Посмотрим, как-то получился. Вот. А кэп там остался, да? Кэп? Да. А, всё. Можно сейчас. Да. Угу. Отлично. Александр Сергеевич, а наносите ли вы какой-то вискоэластик на глайд перед непосредственно протягиванием трансплантата? Да, да. Нет, вискоэластик вообще не используется в процессе хирургии. Мгм. Сейчас мы не двигаем глазами. Сейчас самый интересный момент, вот этот момент имплантации, скажем Магия так. вне Хогвартса. Да. А предварительный материал никогда не прокрашивают, чтобы визуализировать его лучше? В Нет? основном нет. Компенсация внутриглазного давления включена. 2, 5. Нажмите педаль. Инфузия выключена. Но, в принципе, это можно делать, особенно когда это заготавливается с помощью фемтосекундного лазера. Мгм. В большей части Воздух. даже для того, чтобы хирург мог оценить, какое количество эндотелиальных клеток было Мгм. повреждено в ходе апланации, и Мгм. быть уверенным, что он вводит в глаз материал с достаточным количеством клеток. Нужно в канюльку обязательно набрать чуть-чуть воды, чтобы она была, потому что когда мы начинаем вводить воздух, она опорожняется камера, иногда бывает, что воздух попадает именно между лоскутом и передней камерой. Так, ладно, мы отсюда зайдем где уже. Не двигайте глазами, да. Так. Александр Сергеевич, а вы используете воздух или газовоздушную смесь? Всегда в начале воздух. Если десциметровая мембрана попадет не той стороной, это будет понятно в момент имплантации? То есть то, что она не будет адгезироваться? Ну, вы знаете, адгезируется и так, любой стороной. Здесь больше контроля, внимания хирурга. А с учетом А-витрии, Александр Сергеевич, вы воздух не может уйти в заднюю камеру потом пациента? Или для этого потом газовоздушную связь можете довести? Да, если будет необходимость.
А с учетом АВИ-3 у вас, ну и то, что воздух может уйти, не было на практике, что накладывали швы, чтобы трансплантат как бы поддерживающий? Нет, такого нет, не нет, не было. Ну, там чуть-чуть еще нам надо его поправить. То есть, конечно, отсюда. Не двигаем глазами. Вот так вот. Прям идеально по разметке ствол. Давайте шить нейлон десятку. Иван Сергеевич, можно, наверное, развернуть, чтобы поудобнее шить было? Ага, Вот сюда, в эту сторону. Ага. Нет, нет, роговичный пинцет. Ну, вот помните, Алексей Николаевич Паштаев показывал на живой хирургии, он не герметизировал. Я запомнила, потому что редко видела. Обычно все всегда герметизируют, зашивают. Но если вспоминать ту живую хирургию, то там даже была дискуссия по поводу того, что действительно роговица была практически без отека. Да, И это тоже важно. это то Мгм. условие, при котором можно швы не использовать. Ну и размер тоже. Да, хотя в свое время, по-моему, э, доктор Финбаум, по-моему, Борис Эдуардович из Израиля приглашал, он уверял всех, что он делал тоннельный разрез Мгм. 5 миллиметров. Из зала говорили, ну там же даже больше, чем 5. Говорит, нет, здесь 5. И швы я не накладываю. И все здесь будет хорошо. И астигматизма никакого не будет. Вот, поэтому у каждого хирурга какие-то свои. Мгм. А обычно операцию заканчивают на нормы тонусе или на гипер небольшом? Как правило, уходят на нижние границы нормы или Мгм. легкой гипотонии Мгм. с тем, чтобы не получить зрачкового блока в раннем Мгм. послеоперационном периоде. Потому что зачастую трабекула блокируется, неважно, это воздух или газовоздушная смесь. И здесь тоже уже как бы опыт самого хирурга подсказывает, как он уходит из глаза, оставляя там миниск влаги Мгм. и больший тонус, или уходя чисто на полной тампонаде, но с меньшим тонусом. И я думаю, что тут уже опыт и стаж, как бы конкретных рук Мгм. приводит хирурга к к той или иной тактике. А здесь ширина зрачка имеет какое-то значение? Ну вот я не просто так спрашивал Ну по да. поводу использования холинмиметиков, потому Мгм. что отсутствие капсульной поддержки все-таки может привести к тому, что часть воздуха может мигрировать в Да. задний отрезок Да. и не обеспечить Герметизацию достаточно. достаточной поддержки для Мгм. адгезии трансплантата. Но то, что хирург не использовал вискоэластики, это как бы один из таких приемов, обеспечивающих больше процент первичной адгезии. Потому что вискоэластик может так или иначе попасть между слоями Мгм. материала и собственной роговицы, что тоже приведет к
Нарушению адгезии. Нарушению адгезии, Мгм. да, к дезадаптации трансплантата. А это будет сразу понятно? В послеоперационном периоде? Или через какое-то время? Все зависит от протяженности и степени неприлегания. Мгм. Небольшие щели порой не видны за щелевой лампой, особенно если у пациента, у реципиента есть исходный, достаточно выраженный стромальный отек. На прозрачных роговицах, конечно же, это видно очень хорошо. Мгм. И тотальная дезадаптация, она тоже, конечно же, видна очень хорошо. Вернемся к диаметру зрачка. Мне кажется, что медикаментозный миоз будет давать большую стабильность при подаче, ну, за счет адекватной гидродинамики. Это же тоже играет роль или нет? То есть вот когда трансплантант имплантируется, его же надо расплавить, и расправляется он за счет потоков воздуха. И когда у нас миоз, мы можем лучше управлять этим потоком. Или я ошибаюсь? Просто я дилетант. А я никогда не оперировал без миоза, поэтому мне сложно сказать. Я могу предполагать или опираюсь только на какие-то литературные данные. Но логика в этом есть. Мгм. Давай еще воздух нужен будет. Сейчас мы герметизируем полностью. На свет смотрим. Мгм. Александр Сергеевич, я света не вижу. А так и не будет, до завтра не будете видеть. Субтональная анестезия так работает, Я понял. что она полностью блокирует и нервную иннервацию, и проводящие зрительные импульсы по зрительному нерву, поэтому это нормально. Вы говорите на свет, поэтому я решил обратную связь сказать. Прямо. Прямо. На свет смотрим? Пониже, чуть пониже, пожалуйста. И чуть правее. Это сильно. Назад. Линзочку, пожалуйста. Здесь такая норма тензия, мне кажется. Ну вот я еще добавил. Теперь да. Это у нас пациент мы оставим на столе минут на 40, 30-40, и потом переведем в палату, еще полежит где-то часик у нас и пойдет домой. Мгм. И завершаем операцию мы. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, в послеоперационном периоде пациент вынужденное положение должен будет соблюдать лицом вверх и сколько? Ну, я уже сказал, сейчас в операционной, в клинике он где-то 1,5 часа проведет еще. И дома сегодня, по крайней мере, чтобы он сегодня полежал, и завтра вот до утра, эту ночь, желательно в положении лицом вверх. Спасибо. Александр Сергеевич, и, может быть, еще последний вопрос. А какую медикаментозную схему послеоперационного ведения вы используете при задних послойных кератопластиках? 3-5 дней в зависимости от динамики. Если у нас восстанавливается прозрачность роговицы быстро, все идет хорошо, хорошая положительная динамика. Буквально 3 инъекции дексаметазона. Если не совсем, там 4-й день еще отек сохраняется, можно увеличить до 5-10 инъекций дексаметазона, еще добавляя рибофлавин тогда. Вот опять же по рекомендации по лечению, по рекомендации ILAB, что именно рибофлавин в данном случае может улучшать насосную функцию эндотелия. Все, и дома пациент капает дексаметазон и сигницеф обычно. Ну, то есть левофлоксацин и дексаметазон. Стандартная схема. Сергей Константинович, а у вас какое послеоперационное ведение у этих пациентов?
Как правило, пациент получает и в инъекциях дексаметазон, и также мы используем комбинированные, ну, как правило, это Табрадекс и Браксинак. Хотя сейчас пришел Сигницев Плюс, который мы планируем свою схему немножечко изменить и переводить пациентов на инстилляции чистого дексаметазона плюс Сигницев Плюс, чтобы минимизировать краниальный синдром, так как Сигницев Плюс дает очень хорошую анестезию. Ну, не анестезию, но как бы снижение Болевого. болевого синдрома. Болезненности, Да. да. Мгм. Да, согласен. Мы сейчас только-только начинаем, правда, Сигницев Плюс использовать, и пока еще у меня обратной связи не очень много, но пока первые впечатления о нем очень-очень положительные, даже после обычной хирургии катаракты, жалоб на вот это ощущение инородного тела, как обычно бывает, их существенно меньше. Александр Сергеевич, спасибо за блестящую хирургию, спасибо за такое интересное, в целом, интересную хирургию, ваши комментарии, ответы на вопросы. В целом, у коллег есть какие-то еще вопросы, может быть? Спасибо большое. Только слова благодарности. В ряде моментов с замиранием сердца смотрели. Это очень деликатная хирургия. Все прошло прекрасно. Надеемся, что пациент будет счастлив и желаемый результат будет достигнут. Да, Александр Сергеевич и Иван Сергеевич, спасибо вам огромное, очень занимательно, интересно, я надеюсь, что познавательно тоже было. А также я Очень. надеюсь, что участие в этом проекте и действительно, когда, в общем-то, не какие-то федеральные клиники, а энтузиазм хирурга, возможности есть, было бы только желание. И огромное вам спасибо. Надеюсь, те, кто будут смотреть этот проект, тоже возьмут на вооружение, что нет ничего невозможного. Согласна. Уважаемые эксперты, спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам за вопросы, за комментарии и за поддержку. Спасибо. Спасибо. Давайте приступим к нашей программе, к дискуссии. Так как проект у нас образовательный и смотрит нас целевая аудитория врачи амбулаторного звена, поэтому такой первый вопрос. В каких случаях и когда врачу амбулаторного звена стоит отправлять пациента к роговичному хирургу? Ну, я имею в виду первичной и вторичной дистрофии роговицы. Вот что можете сказать по этому поводу? Ну, кто будет отвечать? Я не знаю, как мы это будем. Ну, давайте попробую на этот сложный вопрос ответить я, потому что не только врачам амбулаторного звена, не только, так скажем, врачам не хирургам. Очень сложно порой бывает объяснить собственным коллегам из параллельных подразделений, кого отправить, а кого не отправить. Но в целом, по крайней мере для меня, для себя, я это формулирую таким образом. Пациент, который утратил функции зрения по причине патологии роговицы и не может адаптироваться к новым реалиям жизни, целесообразно пойти к роговичному хирургу, чтобы получить консультацию и определиться, есть ли шансы и возможно ли проведение той или иной кератопластики. Очень часто в нашей реальной повседневной жизни пациенты, которые сегодня записываются на 2-летнюю или 5-летнюю очередь, получив травму, рубец роговицы, то есть переходя в спокойное состояние, когда глаз не тревожит, он просто не видит. Пока ждут, проходит 3 года, мы звоним, пациента пытаемся вызвать на операцию, он говорит, Фаза принятия. я уже не готов. Мгм. Вот 3 года назад я готов был отдать что угодно, верните утраченное зрение. Сейчас я привык жить с одним глазом, и операция не требуется. Мгм. При этом, если говорить о тех, ограничениях или, скажем, в беседе с пациентом, я тоже принимаю решение.
надо ли или подходит этот человек под реальную модель, не описанную в методических рекомендациях, а под реальную модель пациента. Если говорить о сквозных кератопластиках, то люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, водители-дальнобойщики, которым порой нужно разбортировать колесо, приложив невероятные усилия, рассказав им о возможных осложнениях, они сами понимают, стоит им это делать или нет. Если говорить о эндотелиальной хирургии, то, наверное, здесь таких рамок практически не существует. Единственное, что мы оцениваем, у нас есть потенциал восстановления зрения или нет. Поскольку послеоперационных осложнений у этой хирургии значительно меньше. Спасибо. Ну, если Да. позволите, я тоже Да. добавлю. Вот, да, вопрос вот этой длительного ожидания, он такой очень тонкий, потому что иногда пациенты приходят в первый раз, и у них мы видим, что здесь можно сделать какую-то селективную кератопластику, но проходит год, в лучшем случае, да, 2, и такому пациенту, когда мы уже его видим, мы понимаем, что уже задней послойной мы не обойдемся, нужно делать сквозную. Вот это очень обидно, если честно, учитывая, что на очереди стоят и дети, которым необходимо развивать зрительный анализатор в первую очередь. И если говорить про то, на что стоит обратить внимание, когда приходит пациент к врачу первичного, да, звена, ну, во-первых, мне кажется, в первую очередь врач должен сделать биомикроскопию и вообще посмотреть на состояние глазной поверхности, роговицы, сделать исследование в щелью, да, посмотреть и расспросить подробно пациента про его жалобы. Если пациент жалуется на то, что может быть связано и мы это видим, соотносим жалобы с тем, что мы видим, то есть это какой-то краниальный синдром, боль, светобоязнь, слезотечение, какое-то покраснение, там, какой-то мы видим рубец, там, он носил линзы контактные, видно, что какие-то есть отложения, кератит, какая-то системная, аутоиммунная даже патология. Все это может быть предиктором того, что этому пациенту именно нужно обратиться к роговичному хирургу. Потому что иногда, зачастую, согласитесь, Сергей Константинович, пациенты бывают такие смешанные, и у них и глаукома присутствует, и поражение переднего отрезка. И иногда это все так сложно понять, что сделать в первую очередь, кому послать. Поэтому мне кажется, что врачи-офтальмологи разных смежных таких направлений должны очень обоюдно контактировать, общаться, дискутировать. И очень хорошо, что вы затронули именно этот вопрос. Поэтому вот мое мнение такое. Спасибо. Ну, такой был вопрос. Что нужно для минимальной диагностики ЭЭД? Ну, наверное, ОКТ желательно, да, иметь доступ к ОКТ роговицы, чтобы отслеживать толщину роговицы. Может быть, еще есть какие-то инструментальные исследования, которые, может быть, в каких-то клиниках есть, и тоже посоветуете врачам пользоваться. Можно я вот одну сделаю? Тоже хотите, да? Я продолжу Про ЭЭД потом. хотите Да? сказать? Но Светлана вообще Юрьевна. такого термина уже он давно не применяется. То есть термин ЭЭД, он как бы исключен из обихода, он появляется не совсем точный, немножечко устаревший. Как правильно? Ну, в основном мы говорим булезный Да, кератопатия. но это такая... Это как-то обобщенно очень. Это такая дискуссия. Да. Вот либо мы идем европейским путем, либо Так. мы идем своим путем. В принципе, действительно, этот термин ЭЭД, он противоречит международной классификации, где Да. есть булезная кератопатия. Мгм. Но по патогенезу нормальный термин, нормальная аббревиатура, потому что она отражает тот процесс, который происходит с роговицей. Страдает эндотелий, из-за чего происходит отек стромы, и потом происходит изменение эпителия. Поэтому, если говорить про номенклатуру, про качество ведения медицинской документации, то ЭЭД не вполне подходящий диагноз. А по сути, ну, как бы, мне кажется, он еще не скоро уйдет из обихода, потому что Ну да. действительно, ну, как бы отражает изменение роговицы. Если говорить про необходимый набор диагностических исследований, то мне кажется, тут стоит разделять момент постановки диагноза, или когда доктор может заподозрить, что есть эндотелиальная дисфункция, и тот объем диагностики, который необходим, когда мы берем пациента на хирургию. И если говорить про первичное звено, достаточно биомикроскопии и жалоб пациента. Если Ну, это зрение далеко... ещё.
Проверить. Жалко пациента на зрение. Это мы уже идем к тому, идем ли мы на хирургию. Мгм. То есть, если просто брать роговицу, субклинические отеки могут быть не видны, но может быть жалоба пациента на утренние отеки, которые год назад проходили в 9 утра, а сейчас проходят только в 12. Мгм. Пациент пришел к доктору в 4 дня, и уже как такового отека на роговице мы не видим. Если брать, ну, скажем, там, вторую, третью стадию булезной кератопатии, то, безусловно, здесь уже есть все необходимые изменения. Это утолщение среза роговицы, это возможно наличие определенной складчатости задней поверхности Мгм. в связи с наличием отека стромы. И, как правило, конечно, это изменение в виде эпителиального отека. Вот в продолжении этого возникает вопрос. Если развитие булезной кератопатии после оперативного лечения, в какие сроки мы должны направлять к роговичному хирургу, если вот мы понимаем, что уже отек, то есть может быть какой-то послеоперационный отек, но мы понимаем, что это уже затягивающийся послеоперационный отек, и он сам не проходит ни на капельной терапии, ни на какой-то вспомогательной терапии. В какие сроки мы направляем и к ещё хирургу? Как порекомендуете вести пациента медикаментозно? Такого. Светлана Юрьевна. Ну, смотрите, ну, во-первых, все равно я считаю, что когда пациент приходит, ему надо минимум для меня это зрение, давление, биомикроскопия, а дальше уже все остальное. Мгм. Это первое все-таки. Второе, по поводу отека, да, ну, есть гипертензионный отек, когда это случилось, да, повышение внутриглазного Мгм. давления, он выглядит совершенно иначе, нежели чем булезная кератопатия. Поэтому я думаю, что, в принципе, любой роговичный хирург спокойно может отличить эти два явления. Даже, опять же таки, если пациент после операции приходит, мы ему меряем давление, мы понимаем, что оно высокое, мы назначаем гипотензивную терапию, и, Мгм. как правило, этот отек, если он гипертензионный, он постепенно резорбируется, уходит, и все возвращается на круги своя. Если это булезная кератопатия, возникшая вследствие хирургии катаракты, например, то, как правило, она вообще сроков каких-то, но она может развиться буквально сразу, почти после операции, постепенно, да. Нет такого, наверное, что она развивается там через год. Как правило, это состояние происходит почти сразу после операции. Ближайшие сроки, да, какой-то при повреждении, да, Мгм. там ультразвуком эндотелия или какой-то немножко неаккуратных манипуляциях, или там если инструментарием был задет, да, Мгм. как-то поврежден эндотелий. В таких случаях, конечно, мы видим, что происходит помутнение роговицы, булез. Ну, в начальных стадиях, возможно, помутнения не будет, но мы видим, что отек носит совершенно другую природу, и тогда мы уже можем выполнить оптическую когерентную томографию, и на ней, на самом деле, очень хорошо эти моменты видны. Эндотелиальную микроскопию также сделать, Мгм. посмотреть на плотность эндотелиальных клеток, на их конфигурацию, то есть как они выглядят. Вот это, мне кажется, такой второй момент, когда вот мы какие-то дальше начинаем делать как минимум исследования толщину роговицы и срез Мгм. через центральную часть. Ну, я бы немножечко, да, добавил к сути самого вопроса. В свое время все тот же самый профессор Борис Тарасович Малюгин дал советы своей жизни. Потому что, опять же, в литературе могут, ну, как бы рассматриваться различные сроки, но, как правило, такой постоперационный отек роговицы после, ну, скажем, факоэмульсификации, если он не резорбируется в течение 2 месяцев, Мгм. дальше лучше не ждать. Но, опять же, не ждать чего? Поставить на очередь. Тут много моментов, связанных о том, о чем сказала Светлана Юрьевна. Вот сегодня ему можно помочь путем замены эндотелия. Через год, через 2, когда до него дойдет очередь, вполне возможно, что там уже будет вырастание сосудов, какие-то необратимые изменения стромы, которые потребуют изменения тактики и подхода. Но в целом, там, где мы не привязаны к длинной очереди, опять же, коммерческие глазные банки, Мгм.
или стечение обстоятельств, как в некоторых клиниках, где нет очень большой очереди. Мы об этом чуть-чуть попозже. Если мы себя так разрекламируем, то мы перейдем в ранг как раз-таки всех клиник, у которых очередь длительная. Но действительно, если мы видим, что за 2 месяца отек не ушел, можно уже не надеяться на то, что этот отек купируется. И, опять же, по опыту были пациенты, у которых, ну да, к 3-му месяцу отек прошел. Но, опять же, явно выраженный клинический отек. Если брать томографию, то все равно это порядка там 600 микрон сохраняется. И через полгода у него все равно происходит декомпенсация, то есть дополнительная убыль клеток, которая приводит уже к формированию выраженного стромального эпителиального отека. Я сразу, знаете, вспомнила такой очерк, когда Борис Старч оперировал, как он, когда проводил хирургию катаракты, всегда говорил: подайте ко мне, вискоэластик, да, ввести в переднюю камеру, чтобы защитить эндотелий, и говорил: Светлана, береги эндотелий с молоду. И вот он всегда эту фразу говорил, и я вот сейчас тоже как раз вспомнила о том, что, да, действительно, эндотелий важная составляющая роговицы, которая, как-никак, любая хирургия катаракты, она в любом случае повреждает в какой-то степени эндотелий, в зависимости, конечно, от плотности катаракты и состояния передней камеры. Тем не менее, да. И тут вот практический вопрос. Перед хирургией катаракты всем подсчет эндотелиальных клеток важен? Насколько это важно? Просто в некоторых клиниках это на потоке, например, есть, а в некоторых нет. Я думаю, объясняется просто у кого-то есть. Я думаю, вот насколько смотрите, это зачем, целесообразно? слишком ли нужна ли гипердиагностика, если мы видим, что у пациента прозрачная, хорошая роговица, лишний раз мотать его для того, чтобы сделать То есть какие-то это не обследования. обязательно. Но вообще это считается дополнительным, на мой взгляд, все-таки исследованием. Да, если мы видим, что да, какие-то гуты, что-то, какие-то легкие, даже вот то, что нас настораживает, да, что-то нам не нравится, тогда да. А так я считаю, что если это классический пациент на катаракту, в целом не надо. У меня противоположное мнение. Вот, интересно. Да, но оно основано только на том, что Светлана Юрьевна занимается роговицей. И на катарактального пациента она смотрит все равно как роговичный хирург. Но, к сожалению, уровень у всех разный. И если говорить о потоковых клиниках, иметь это исследование, чтобы доктор обязательно смотрел, что у него по количеству и по плотности эндотелиальных клеток, это было бы хорошо. По крайней мере, это позволяет маршрутизировать пациента несколько иначе. Или, опять же, большое количество пациентов с дистрофией Фукса. У одного 2300, а у другого 1200. Но вне в зависимости от того, какое количество эндотелиальных клеток, просто этот пациент должен уйти в самые надежные руки к самому опытному катарактальному хирургу. Это просто минимизирует количество послеоперационных осложнений. Ну, знаете, еще хотела сказать немножко особенностей этого исследования, потому что это тоже очень сильно влияет на результат. Эндотелиальный микроскоп, он снимает всегда достаточно ограниченную маленькую зону, то есть там центральную, например. Некоторых можно выбрать, да, какой маленький кусочек ты снимаешь, он не может посчитать весь эндотелий. И вот здесь тоже есть такая, не всегда нужно ориентироваться на аппараты, потому что иногда приходит пациент один и тот же, ему снимает микроскоп там 2300, в другой день приходит, снимаем 2000, и как-то это уже, да, вроде бы... И даже 2800. И даже 2800, может быть, да. Поэтому это просто вспомогательный такой инструмент, но ни в коем случае я не считаю, что на него надо вот всецело ориентироваться. Вот. Спасибо. Поэтому, да, здесь надо понимать. Ну вот булезная кератопатия. Не помогает консервативная терапия, не помогают солевые растворы, оксалин. В таком случае какую операцию лучше предложить такому пациенту? Задняя послойная кератопластика или пересадка десциметовой мембраны? Вот расскажите нам, пожалуйста. Это такой большой вопрос, если честно. Попробуем его напополам разобрать. Вот, мне кажется, тут надо сначала вот все зависит от стадии все-таки и от степени поражения. Потому что, ну, как бы, если говорить сначала в общем, да, то трансплантацию там десциметовой мембраны, да, например, это
очень красивая операция. Мы знаем, у нее очень много плюсов, да, таких как это достаточно быстрое восстановление остроты зрения, по прозрачности роговицы, да, по тому, что трансплантат дистеметовой мембраны, он равномерный, да, в отличие от, например, да, при использовании заднепослойного, когда у нас там неравномерный край. Конечно, все зависит от того, как это все выкраивать, но в целом, по всем данным литературным, конечно же, DMEC является более предпочтительным в случаях, когда ее можно применить. Потому что, но понятно, что есть такие моменты, как сложность хирургии, сложность вот этой вот адаптации этого трансплантата. И это, конечно, больше, мне кажется, вопрос именно в возможностях хирурга, в наличии материала, потому что понятно, что если вы при выкраивании... Сейчас у нас в России все выкраивают там DMEC самостоятельно, да? У нас нет такой опции, как в Америке, когда тебе в прелоуд загрузили, да, дисциметку и отправили, и ты ее, как вот сейчас демонстрировали клинический случай. Соответственно, хирурги в большинстве случаев, конечно, боятся ценный материал повредить, потому что если ты повредил, уже как бы, извините, уже ничего не сделать, а пациент вроде как вот лежит, да, здесь, то есть нужна запасная роговица, получается. Это очень большой момент. Но вот я буквально на днях смотрела статистику по глазным тканевым банкам в Америке, и у них трансплантация дистеметовой мембраны проводится даже чуть в большей степени, чем заднепослойный кератопластика, вот именно DSEK, да, ЦАЕК. И это, конечно, приятно, значит, все-таки это имеет место быть. По поводу DSEK, да, в зависимости от того, как мне кажется, какие есть опции. Вот в МНТК, например, в принципе, есть фемтосекундные лазеры, и хирурги могут как сами выкроить, так попросить и заготовить это в банке. Но, как правило, на мой опыт, все-таки я вижу, что хирурги больше любят, чтобы им уже готовый принесли вариант. Вот, понятно, мы уже это обсудили, да, почему это возможно. Но, тем не менее, если проводить именно операцию, да, там ЦАЕК, если это автоматизированный способ, то, конечно, здесь рефракционный результат по всем данным чуть хуже. Имеется чаще всего гиперметропическая такая сдвиг рефракции, потому что трансплантат неравномерный, края у него утолщены. Соответственно, эти пациенты не могут иметь достаточно высокую остроту зрения в послеоперационном периоде. И вот тут вопрос, да, если это булезная кератопатия, какой метод выбрать? Я думаю, что зависит первое от того, что имеет хирург, чем он умеет владеть. Я думаю, что если хирург владеет всеми видами, на начальных стадиях он предпочтет использовать все-таки трансплантацию дистеметовой мембраны. Если в большинстве случаев все-таки хирурги выбирают операцию ЦАЕК, конечно, тут уже будет проведена эта операция в зависимости от степени поражения, какой отек, как задействована строма, да, роговицы. Вот это все очень сильно влияет. Я, может быть, еще добавил бы в плане выбора, действительно, если мы рассматриваем ситуацию, когда хирург владеет всеми методиками, скажем, если пациент имеет единственный зрячий глаз, и при всех равных мы знаем, что потенциал у глаза невысокий. По крайней мере, я все равно буду стремиться к тому, чтобы выполнить ему DMEC. Если у пациента есть парный глаз, который видит неплохо, а глаз с булезной кератопатией имеет там еще и глаукому, далеко зашедшую, оперированную, с дренажом, и основной жалобой, по сути, у пациента является краниальный синдром, то здесь не нужно испытывать судьбу, идя на DMEC, гораздо логичнее выполнить ему заднюю послойную кератопластику, фемто или с микрокератомом, не столь принципиально. Кроме этого, очень важным моментом в рамках технологии DMEC является любая реконструктивная хирургия. Стоит потрогать радужку, даже может не быть какого-то
явного кровотечения. Но любые пластики сопряжены с тем, что начинает выпадать фибрин, который мы даже глазами не видим. Рулон дисцеметовой мембраны начинает подлипать, склеиваться, его крайне тяжело развернуть. И в этой ситуации тоже, если ты предполагаешь идти еще и на реконструкцию с разделением синехи, с пластикой радужки, с пластикой зрачка, не нужно идти на трансплантацию дисцеметовой мембраны. Может быть такая крамольная вещь, поскольку материала хронический дефицит, но все-таки я бы исходил из того, что надо работать над популяризацией донорства, надо работать в этом секторе, чтобы хирурги не смотрели на трансплантат как на что-то сделанное из платины или чего-то подороже. И на сложных глазах можно первоначально сделать заднюю послойную кератопластику, после восстановления прозрачности оптических сред оценить функции сетчатки, зрительного нерва. И через какое-то время, когда придет время декомпенсации этого трансплантата, и уже не будет необходимости реконструктивных вмешательств, тогда пойти на вторую хирургию как трансплантацию дисцеметовой Эти две мембраны. технологии могут дополнять друг друга. Конечно. И Безусловно, да. конкурируют между собой. Так, давайте поговорим про глубокую переднюю послойную, то есть задние операции мы коснулись, затронули. Вот в каких случаях еще отправляют пациента на пересадку, может быть, кератоконус? Я вот, знаете, бы проще ответила на этот вопрос. Вот как выбрать, да, какую хирургию, какого пациента, какой слой поражен, какой слой болеет, то и лечим. Ну, по факту. Понимаете, тут передняя послойная, на мой взгляд, конечно, большинство, самое большое показание, по которым выполняется эта пересадка, это кератоконус. Там 3-й, может быть, 4-й стадии, тоже зависит от того, какие изменения уже возникли. Это рубцы какие-то, да, травмы, если они не глубокие, не проникающие, например. Это дистрофии роговицы стромальные. Потом, что еще? Иногда фигурируют васкуляризированные бельма, но опять же, в своей практике васкуляризированные бельма мы оперировали, проводили глубокую переднюю послойную. Не всегда это хорошо. Но даже, наверное, и не совсем так. Все-таки очень важно, какая толщина роговицы. Васкуляризированные бельма порой бывают с значительным истончением роговицы, и тогда нет конгруентности трансплантата к той основе, к которой ты пришиваешь. Большие валы, большая разница по толщине замедляют эпителизацию, и без того с вероятным повреждением ростковых зон. И в итоге, сделав глубокую переднюю послойную и обрадовавшись, что я технически это выполнил, ты получаешь абсолютно не тот послеоперационный период, и заканчивается все очень плачевно. Также по поводу стромальных дистрофий, вот буквально свежий такой клинический случай. Пузырь получился великолепно. Получился пузырь первого типа с сохранением слоя дюа, но и этот слой дюа уже имел поражение. То есть это даже было видно невооруженным взглядом. Тем не менее, поскольку это был первый случай, когда что-то пошло не так, операция была продолжена по технологии глубокой передней послойной, и мы получили стойкий отек трансплантата с 700 микрон. За 2 недели он снизился только до 650. И понимая, что есть интерфейс с шероховатой поверхностью, где уже есть отложения, понимая, что и эндотелий здесь не работает так, как мы привыкли видеть, потому что, как правило, 3-5 сутки слои сопоставлены, отек уходит, роговица выглядит шикарно. Здесь я этого не увидел. И через 2 недели нам пришлось идти на сквозную кератопластику, убирая его задние слои. Слава богу, все прошло благополучно. Пациент выписан в
в удовлетворительном состоянии и для нас, и для самого пациента, потому что ему было с чем сравнивать. На парном глазу у него была выполнена ранее сквозная кератопластика, и тут наконец-то обе картинки уравнялись, и пациент был доволен. Но вот если раньше на стромальных дистрофиях я всегда шел на технологию глубокой переднепослойной, то в последнее время все-таки вот стараемся смотреть, насколько сильно изменена строма, какой возраст этого пациента, какой стаж заболевания. И теперь уже все-таки вот таким кератоконус – это всегда знак равно глубокой переднепослойной кератопластики, за исключением острого кератоконуса в анамнезе или действительно грубых рубцовых изменений при толщине менее 200. Все-таки то, что мы по общепринятым классификациям называем четвертой степенью, четвертой стадией кератоконуса, зачастую при толщине роговицы более 250 разделяется без повреждений дисцеметовой мембраны, поэтому в 90% случаев я начинаю с глубокой переднепослойной, поскольку конвертировать ее в сквозную всегда можно. Всегда можно. Ну и чаще всего, собственно говоря, в далеко зашедшем конусе разрыв дисцеметовой мембраны происходит в момент инжекции, то есть в момент формирования большого воздушного пузыря. Вот. А если рубцы все-таки и ОКТ, оно становится все с большей и лучшей разрешающей способностью, но нельзя тоже... Интраоперационный ОКТ? Нет, диагностический. Диагностический? Да, то есть... Я думала, у вас есть если... интраоперационный ОКТ? Безусловно, да. Ну, это круто. Вот. И я к тому, что даже рассматривая ОКТ-картинку пациента с четвертой стадией кератоконуса, толщина роговицы 250, мы видим, что рубец от эпителия до дисцеметовой мембраны разделение происходит. Поэтому попробовать всегда можно. Нужно, потому что все-таки сохранить собственные эндотелии. Тем более молодые пациенты. Да, и Да. Ну, в номинале можно надеяться, что это будет одна кератопластика на всю оставшуюся жизнь. Конечно, это гораздо лучше, чем попасть в диапазон 15-летней выживаемости. Поэтому всегда стараемся. Вот мы коснулись как раз сквозной кератопластики. Нет, еще мы не до конца по передней глубокой послойной. А сзади вперед пошли. Обычно как-то наоборот происходит. У нас все. Ну, по встречаемости теперь уже. Ну да. Тут вопрос в том, что мы сейчас обсудили более, скажем так, распространенные методики. И вот мы сейчас про переднюю, Да, вот про выкраивание лоскута. Как отличается фемтоэтап от мануального, потому что у нас же будет смотреть доктора с регионов, у которых нету фемто, насколько разница это значительно. И легендарный Big Bubble, все о нем говорят, первый, второй тип, чем они отличаются. Вот спасибо. Чем они отличаются и вообще как их отличить, что это значит? Можно я про мануальную технику скажу? Конечно. Потому что чаще ее видела. Мануально просто роговица на 2/3 трепанируется, и затем с помощью такого тупого расслаивания вводится, то есть строму нужно максимально постараться удалить, оставить небольшой ее кусочек сверху, да, обычно оценивается изначальная толщина роговицы, и то есть мы не до конца ее трепанем. Есть специальные для этого дозированные трепаны фирмы Мория, которые, да, у них есть стоп, то есть ты можешь выстроить себе там 450, и он останавливается. Это вот крутящаяся штука. Да, вот эта крутящаяся штука. Удобно. И дальше, когда строма расслаивается, убирается, с помощью канюли 32 гейдж вводится. Но тут уже вот ощущение, я считаю, что это, наверное, объяснить сложно. Это нужно почувствовать. Потому что, вот как я честно скажу, я никогда не делала переднюю послойную кератопластику сама лично. Другие виды делала. Вот переднюю послойную у меня какой-то страх вызывает немножко, потому что не считаю себя еще каким-то там опытным таким, знаете, вот по сравнению с вами я вообще, наверное, еще. Вот. Да нет. Но, честно скажу, вот как мне описывают это хирурги, они говорят, это ты вот просто проваливаешься иголкой вот в как бы между вот этими слоями, и ты чувствуешь, что у тебя там вот прям свобода какая-то. И, то есть, доводишь ее до центра и вводишь воздух. И у тебя как бы, то есть, либо ты ввел, получается, вот уже к пузырям, да, либо ты ввел его и отслоилась дисцеметка, эндотелий дисцеметовая мембрана и слой до,
Да, это Мгм. первый тип, получается. Второй тип, когда слой дуа пошел к строме, а десиметка эндотелия отслоился. Но при втором типе часто воздух, он имеет такую способность как бы мигрировать в трабекулы. И вот выглядит это не как вот при первом типе. То есть это хирург сразу понимает, куда он ввел воздух. Это понятно. И третий тип это смешанный. Ну, там создаются такие, как два, да, пузыря, получается. Так Да, вот, выглядит уже устрашающий для хирурга, потому что он понимает, что дальше, наверное, будет интересно и надолго. Вот. Ну и в целом потом классический, после того, как сформировался пузырь, ножничками, там, крестом, кто-то полулунно делает, вводится немножко вискоэластик, или используют также аэровискосепарацию, там разные способы, Мгм. и потихонечку вот отслаивают, выкраивают. Этим значком вот это вот. BMW, да? вот это. Да, да, можно там сердечком, как хотите. Вот. Но это вот именно... Кому-то если нравится механик- Мерседес. Да, да, можно логотип свой, да. Вот. Фем-то, наверное, вы расскажете, Сергей Константинович, лучше. Ну, я и про мануальные тоже Да. хотел бы немножечко рассказать, потому что, как мы в самом начале сказали, это творческая профессия, и в творчестве каждый достигает своих Мгм. высот. И поэтому, скажем, у родоначальника большого воздушного пузыря, Анвар да, у доктора Анвара и Тейчман. своя статистика, и переход Мгм. на сквозную кератопластику у него 9%, Мгм. включая кривую обучения. Вот со своей кривой обучения я этим похвастаться не могу, но могу сказать, что до трети, там 27% я считал, у меня была конверсия на сквозную кератопластику при мануальном подходе. В России мы делаем, вот как Светлана Юрьевна рассказала, если посмотреть, опять же, там американские YouTube-каналы, европейские, они делают трепанацию, после этого заходят в строму, делают пузырь и только после этого убирают наружные слои. Тут могут быть свои плюсы, поскольку на воздухе глубина стромы ощущается несколько лучше. Опять же, есть свои лайфхаки по удалению мануальному поверхностных слоев, чтобы не проникнуться в переднюю камеру. Это такое подсушивание роговицы и натягивание. И происходит овоздушивание тонкой полосой, по которой ты идешь расслаивателем, не ныряя в более глубокие слои. Но все-таки использование фемтосекундных лазеров, оно в значительной степени упростило эту историю, потому что при вот таком мануальном подходе все-таки можно нарваться и получить перфорацию иглой или шпателем при формировании Мгм. канала, можно получить перфорацию при удалении наружных слоев. Ну, не говоря уже потом о дорезании, хотя это самый такой спокойный этап хирургии, и осложнения на нем возникают значительно реже, вот на первых двух они возникают чаще. Если говорить про фемтотехнологию, то, опять же, можно подразумевать, что большое количество фемтосекундных лазеров, как бы рефракционных фемтосекундных лазеров, имеют в своих опциях программу кератопластики, как сквозной, так и ламеллярный рез. И, собственно говоря, до того момента, как не появилась программа DALC, специализированная программа, которая реализована только в одном фемтосекундном лазере на сегодняшний день, это Femto LDV Z8, которым мы на сегодняшний день очень активно пользуемся. Но этой программы изначально не существовало. Но, тем не менее, убрать дозированно поверхностные слои, оставив необходимую толщину, и имея кертопограмму, имея пахиметрические данные, взять, опять же, алмазно-дозированный нож, сделать насечечку на нужную глубину, выйти в глубокие слои и сформировать пузырь, ну, как бы это значительно упростило и облегчило работу хирургам. А когда появилась программа DALC, стало еще проще. Плюс, Сергей Константинович, же на этом фемтосекундном лазере до того, как выполнить рез, можно на ОКТ подвинуть все выше, ниже. То есть вот это очень, мне кажется, большое преимущество. Это огромное преимущество, хотя об этом я тоже могу сказать пару таких зерен
дегтя в эту программу кинуть, Мгм. в программу DALC. Вот. Вершиной всей этой технологической пирамиды является еще микроскоп с встроенной функцией ОКТ. Да. Потому что в своей практике не часто, но иногда так бывает, мы фемтосекундный лазер выставили с помощью интегрированного ОКТ. Мы нашли точку, куда придет канал. Но дальше есть такой момент, что большой воздушный пузырь хорошо формируется тогда, когда строма очень хорошо обхватывает канюлю Мгм. с Мгм. воздухом. Лазер режет такой прямоугольный канал. Мгм. И если ты идешь просто в стык в него, то не всегда формируется пузырь, воздух может мигрировать через Сочить. канал обратно. Да. И все-таки бывают моменты овоздушивания. Была, опять же, проведена работа под руководством Бориса Эдуардовича. И если мне не изменяет память, то частота формирования большого воздушного пузыря была что-то в районе 69%. Мгм. Как раз потому, что канал не всегда работает так, как надо. А если ты мануально пытаешься пройти этот канал дальше в строму, то здесь есть риск того, что ты уйдешь в другие слои. Вот, к сожалению, наверное, не смогу это предоставить в виде видео, Мгм. но на офтальмологическом форуме, который скоро пройдет, 22 ноября. этому будет как раз уделено некоторое внимание, когда с помощью канюли мы просто формируем более поверхностный канал, Мгм. который уже располагается просто в серединных слоях стромы. Да, Безусловно, туда да, доходит. но единственное, что имея функцию и Мгм. интраоперационную КТ, я не стал работать через второй более поверхностный канал, нашел Мгм. старый Мгм. и завершил операцию намеченным планом. Но вот здесь как раз то, о чем говорила Светлана Юрьевна. Хирург тоже обучается, и Мгм. ощущение от прохождения шпателем канюлей в глубоких слоях, оно отличается от прохождения в средних слоях. Мгм. И кроме тонких ощущений есть еще и визуальная картинка. Как только мы видим овоздушивание вокруг канюли, это значит, что мы проживаем строму где-то еще, Да. находясь уже не в том канале, который мы первично сформировали. Поэтому это хирургия с 1000 нюансов, и только пройдя путь каких-то нестандартных операций, каких-то осложнений, к сожалению, они бывают, можно понять, так ли ты делаешь тот или иной этап операции. Про сквозную кератопластику что-то имеет смысл говорить, что-то осветить? Насколько она Вот знаете, распространена? я бы сказала пару слов. На самом деле, вот по филиалам МНТК тоже узнавала для себя. Сквозная кератопластика за 23 год была проведена в 56 или 58 процентов, то есть на долю Половина. всех. Мгм. То есть все-таки у нас Актуально. это выполняется в большей степени. Мгм. Ну, почему она выполняется в большей степени, я думаю, понятно. Такие реальные у нас. Да. Вот. И про сквозную кератопластику в целом, вообще она чаще всего, по крайней мере, у нас в стране она выполняется механическим способом. Есть фемтосквозная кератопластика с различными профилями там разрезов, Грибочек. гриб, елка, там Мгм. зигзаг. Но я думаю, не надо про это говорить много, потому что я знаю, что ее там когда-то в Чебоксарском, что ли, филиале кто-то пробовали, в общем, делать, учитывая, что это дает вроде как там меньше астигматизм, лучшее сопоставление там краев раны. Но я вот вживую лично не видела, чтобы кто-то прям с фемто делал. Поэтому эта техника, она остается по сей день механическая. Суть, как при передней глубокой трепанируется только уже насквозь роговица до появления влаги передней камеры. Ну а дальше, в зависимости, конечно, от исходной ситуации, если пациент там, например, с кератоконусом, то в целом там капельку виска, кладем материал и пришиваем. Если это пациент с какой-то, например, воспалительной был патологией, у Мгм. него образовались там спайки, проблемы там с радужкой, или там какие-то вот мембраны есть, бывает всякое, Да. то, конечно, тогда это все шпателем осторожно разделяется,
то есть угол Мгм. открывается. И далее материал можно пришить как узловыми, то есть есть Вот да. узловой, Мгм. обвивной, Мгм. Двойной обвивной, комбинированная Какой лучше методика. использовать? Ну, вот мне кажется, что, Прерывный? я думаю, что в классический все-таки все шьют обвивным швом. Да. Но в случаях, если у пациента имелось там вот как раз васкуляризированный бельма, инфекционные какие-то моменты, то, конечно, чаще всего хирурги используют узловую фиксацию, чтобы есть возможность ее, если что, поменять, Мгм. убрать. Но самая большая проблема, наверное, сквозной именно, да, вот кератопластики заключается в низком пострефракционном эффекте за Да. счет большого Да. астигматизма, за счет вот этих аметропий, которые развиваются. Кстати, Юрием Борисовичем Слонимским была написана интересная достаточно работа. Это была, по-моему, докторская. Да, вот он как раз изучал диаметры трансплантата в зависимости от вот какой диаметр взять. Да, там, если, например, там побольше, чтобы там создать больше там либо Рефракционный гипертрофическую. компонент, чтобы добавить. Да, да, тоже была Мгм. такая работа. Но в целом сейчас, вот насколько я вижу это и сама тоже это применяю, обычно мы, там, если трепанируем, например, там, 8 миллиметров, да, считается, что когда после трепанации немножечко ослабляются края и Мгм. расходится чуть-чуть зона, да, то мы, соответственно, сам материал берем там на 25, например, больше, чтобы Мгм. это было удобней именно вот адаптировать Ну да. в Мгм. ложе. Мгм. Ну, как бы, что еще сказать? Ну, я со своей стороны могу сказать, что, безусловно, сквозная кератопластика никогда не уйдет из нашей практики, потому что есть тотальные повреждения, и насколько бы не было тревожным ситуация открытого неба, она позволяет выполнять практически любые реконструктивные компоненты пластики радужки, удаления катаракты, ну, как бы сложно, но другого варианта в принципе нет. То есть, когда тотально мутная роговица, рубцово-измененная, ты по-другому этого выполнить не сможешь. То, что касается разных профилей, то мне кажется, что все-таки пока фемтосекундные лазеры не обеспечивают должного качества реза, все хорошо на бумаге и в теории. Но если где-то фемтосекундный лазер не прорезал ступеньку или зигзагообразный усложнение. рез, Мгм. дорезая, ты получишь зону, где трансплантат будет проваливаться. Мгм. И это даст и регулярность. Если мы говорим о посткератопластическом астигматизме, регулярный астигматизм, ну, куда ни шло, можно поставить сегменты. Или склеральную линзу использовать. Ну, склеральная линза нам исправит все, Ну, пусть исправит. и регулярность в том числе, но видя астигматизм, прекрасно все пришили, астигматизм 2 или 3 диоптрии, но есть и регулярность. У пациента зрение еще хуже, чем у пациента, у которого будет 5 или там 7 диоптрий регулярного астигматизма. Поэтому сложные профили имеют единственное преимущество – это увеличение площади контакта тканей, которое может обеспечить больше прочностные свойства. Но, опять же, жизнь показывает другое. Точное попадание по глазу, разлетается рубец любой. Мгм. Поэтому, поскольку мы травматический компонент исключить не можем, а, опять же, опыт обычных сквозных с ответственным профилем, там 70 лет опыта говорит о том, что люди в отдаленном послеоперационном периоде живут абсолютно нормальной жизнью, и физические нагрузки, я не имею в виду там штанги 200 килограмм, но нет особых ограничений в их жизненной активности даже с обычным рубцом, а не сложным профилем. Спасибо. Мы уже коснулись капельного режима вообще. Предоперационный и в послеоперационном ведении какие-то особенности капельного режима при любом виде кератопластики. Что вы используете? Ну, вы, мне кажется, уже вроде как обозначили свой. Ну, Вы, мы так наверное, немножко под... Сергей Константинович, Колуарно. Да. какую схему используете для любого вида кератопластики? Или у вас есть какие-то... Да, особенности, может Потому быть. что в Наши целом... слушатели по не слышали, поэтому нужно повторить. У нас вот в МНТК, по крайней мере, есть такой базовые моменты, они назначаются препараты, да, вот. Ну, мы даже, кстати, не всегда делаем инъекции там после операции, там 3 дня дексаметазона, тоже это не всегда это нужно. В каких-то случаях, да, все зависит, конечно, все индивидуально просто протекает. При сквозных чаще делаем,
При послойных бывает, что и не надо. Достаточно просто стероидной терапии. Мы, как правило, назначаем ее длительно до года. С первые 6 месяцев назначаем по убывающей как бы схеме, а потом последующие 6 месяцев там 1-2 раза в день. Причем мы вот сейчас, я заметила такую тенденцию, очень любим переходить с дексаметазона в отдаленных сроках на уже фласмона, потому что он в меньшей степени, как правило, повышает внутриглазное давление. Ну, антибиотики стандартно при любой операции назначаются там на 7, там, 10, 14 дней. Там, ну, если надо, антисептики назначаются. Периодически назначаем гипотензивную терапию. Тоже, если это нужно, если есть в этом необходимость. НПВС, да, тоже 7 дней, там 10, все это присутствует. Просто тут же еще то, что после кератопластики пациенты в основном линзу контактную носят. И здесь тоже, да, то есть ждут эпителизации. И здесь тоже, к сожалению, проходимость препаратов намного сильно снижена. Вот, поэтому в целом вот как-то, наверное, все зависит от конкретной ситуации. Кому-то там назначат кератопротекторы, кому-то назначат еще там дополнительно что-то. Но вот в целом, наверное, самое главное – это иммуносупрессивная терапия. При кератопластике, даже если роговица деэпитализирована, стероиды назначаются с первого дня. С первого дня. С первого дня. То есть да. эпитализации ждать нет смысла. Ну, она под линзой, в принципе. Да, ну, я могу сказать, что, опять же, как выглядели кератопластики там, 15 лет назад в Калужском филиале. Дексаметазон не назначался до момента наступления эпитализации. Контактная линза не использовалась. Но, как правило, на 3-й, максимум на 4-й сутки эпитализация наступала. Но пациенты не были счастливы эти первые дни. На сегодняшний день, безусловно, эта контактная линза одевается сразу, дексаметазон используется сразу. Да, мы имеем несколько более длительные сроки эпитализации, но пациентам гораздо комфортнее, и ну, там, максимум первый день сложно открыть глаз, уже со 2-3 дня пациенты чувствуют себя абсолютно адекватно. Поэтому, опять же, длительность дексаметазон терапии схем послеоперационных была ну, на уровне 1 месяца, то есть 4 раза в день без убывающей схемы на месяц и все. Но если действительно посмотреть и зарубежные источники, то по полгода и по году, и не только топические, а системные, преднизолон используются очень активно. Поэтому на сегодняшний день мы тоже перешли на более длительные схемы. Какому-то пациенту там, с 6, ну, то есть там, на 1,5 месяца. В другом случае мы можем растянуть на 3 месяца эту схему, до полугода реже. Вот. Но опять же, все индивидуально. И... Ну, просто тут еще надо тоже об этом, мне кажется, сказать, что первый год после любой вообще кератопластики является критическим в отношении возникновения реакции отторжения от трансплантата. И поэтому именно с этой целью назначают длительно дексаметазон. Вот это в долгосрочной основное, перспективе да. оно лучше. И перед тем, как перейти к клиническим случаям, Светлана Юрьевна озвучит небольшую историческую справку о кератопластике. Первую кератопластику успешную выполнил Эдуард Зирм в 1905 году. Причем он выполнил пересадку пациенту с двусторонним ожогом. Особенностью было то, что эта пересадка была осуществлена от 11-летнего донора мальчика. Раньше не было ни глазных банков, ничего. И когда у пациента случалась какая-то травма, глаз энуклеировали, и из этого глаза сразу же брали ткань. Вот он из одного глаза с 5-миллиметровыми такими вот маленькими 2 диаметрами выкроил 2 трансплантата и пришил пациенту. Он же был первым, кто это опубликовал. То есть есть это действительно статья, вышла вот такая первая. Надо сказать, что вот у этого пациента, это его фотография, один глаз после операции все равно помутнел, а другой глаз, он остался, роговица осталась прозрачной. Ну, конечно, он там видел, там, как описано, несколько строчек, тем не менее, это был такой успех был, да. Ну, про Владимира Петровича Филатова вообще можно много говорить. Это был великий просто ученый, человек, художник. И вот он в
в чем было его какое-то такое вот в офтальмологии, да, огромное достижение в том, что он именно произвел пересадку донорской тканью и был первым, кто открыл лабораторию донорства в Одессе. И вот он, помимо того, что он производил пересадки, он предложил некоторые трепаны, к нему приезжали со всего мира и смотрели, как он это выполняет. Также он использовал и предложил много вариантов шовной фиксации. Но раньше швы были перекидные, раньше не было вот как погружные, да, сейчас используются. И тогда вот он даже вот склеры закрывали, ложе. И, в общем, вот он был очень таким знаменательным человеком в истории. Подхватив его идею в 1944 году, Ричард Паттон, американский офтальмолог, впервые основал первый в мире глазной банк, с чего как раз и началась вся история вот глазных банков. Также нельзя не сказать про Раймона Костровьеха, который очень увлечен был кератопластикой и сделал более 200 пересадок. У него есть и атлас свой, и очень он много именно вот описательных сделал таких моментов. Очень известный человек. В целом здесь вот как раз сохранился такой фильм, где вот этот доктор раньше выкраивали с помощью таких двух лезвий, делали такой, то есть сейчас круглые, да, выкраивают круглые трансплантаты, тогда это были квадратные. Стоит также сказать, что все-таки на территории нашей страны первый глазной тканевой банк был открыт при Святославе Николаевиче Федорове, Зинаиде Ивановне Мороз. И открыт он был официально в 1988 году. Инициатором и главным деятелем в этом во всем был Сергей Анатольевич Борзенок, мой научный руководитель. И по настоящее время глазной банк вошел в структуру центра фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем, и несменно руководителем остается Сергей Анатольевич. Но в 2013 году профессором Дементьевым Дмитрием Давыдовичем и Андреем Валентиновичем Золотаревским был создан глазной банк iLab, негосударственный, который стал выпускать медицинские изделия достаточно высокого качества, как для сквозной, так и для послойной кератопластики. И стоит отметить, что благодаря появлению глазного банка iLab вот как раз у многих хирургов в негосударственных учреждениях, там, в частных клиниках появилась возможность выполнять кератопластику. Здесь фильм. Так понимаю, Иван Сергеевич хочет показать экскурсию. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ткаченко Иван Сергеевич. Я врач-офтальмолог и специалист по производству медицинских изделий для восстановления роговицы. Сейчас мы находимся в глазном банке iLab. Позвольте вам продемонстрировать и показать небольшую экскурсию по глазному банку.
Когда приходит к нам материал, он хранится в этой комнате, в специальном боксе. Вот. И мы ждем, пока к нам поступят готовые анализы. А далее мы идем готовить операционную. Анализы на материал уже пришли, поэтому можем идти работать. Сейчас мы находимся в предоперационной. Здесь идет первичная обработка материала, также подготовка инструментов. После работы инструменты здесь замачиваются, и в дальнейшем уже идет процесс стерилизации. Здесь уже заранее подготовленный корниосклеральный диск, и далее сейчас мы его разместим в искусственной передней камере и сделаем поверхностный рез со стороны эпителия. Я сейчас беру головку 450 микрон. У нас микрокератома LSK Evolution 2. Когда хирург получит материал для восстановления роговицы, он видел эту метку и спокойно мог центрировать пробойник, панч. Уже просушенный кэп мы кладем на место, потому что в этом случае, когда материал хранится в питательной среде, он оттекает намного меньше. Кладем роговицу в специальное ложе нашей фирменной баночки и закрываем и отправляем к хирургу. Но перед этим мы, конечно же, делаем диагностику. После операционной материал попадает в лабораторию. Здесь у нас имеется ОКТ. На ОКТ мы смотрим толщину, состоятельность всех слоев. Здесь происходит фото-видеорегистрация материала. Итак, я вам показал, как происходит заготовка материала для восстановления роговицы в глазном банке iLab. И такая баночка с материалом и пакет документов отправляется прямиком к хирургу в операционную. Мы с радостью приглашаем вас на курсы по кератопластике в iLab. Ну и пару слов про, раз уж мы затронули сквозную кератопластику, конечно же, с 2000-х годов пошло активное развитие послойных техник. И здесь есть такие известные очень доктора. Это Марк Терри, который предложил методику глубокой ламеллярной эндотелиальной кератопластики, ДЛЕК она называется. Затем Гэррит Меллис, вдохновившись идеей, описал как раз то, что мы сегодня смотрели ЦАЭК. Здесь речь идет про DSEK. 2006 год был тоже очень знаменательным, как вы видите. Здесь и как раз ввелось понятие ЦАЭК. Гэррит Меллис разработал технику, про которую мы сегодня говорили, DMEC. Массимо Бузин разработал ультратонкий ЦАЭК. И в 2014 году, как бы можно сказать, относительно недавно, индусскими профессорами Амаром Агарвалом и Харминдером Дуа с открытием слоя Дуа была предложена вот технология преэндотелиальной кератопластики с десятиметр-эксисом PDEC. Ну, про статистику я вам говорила. А дальше у меня DMEC 2 способа выкраивания. Сергей Константинович, вы по какому способу выкраиваете десятиметку? Ну, я с моря. По Мурею выкраиваете? Да. И, от скуба я уже ушел. Кстати, вот в Европе, в Америке в основном все-таки используют подводную технику. Вот считается, что меньше рисков перфорации. Можно поспорить, но то, что должно оставаться большее количество клеток за счет меньшего натяжения, то есть под водой меньше поверхностного натяжения и меньше складчатости, меньше нагрузки идет на задний слой, поэтому, но она гораздо более трудоемкая. Конечно. И, по крайней мере, может быть, это в моей кривой обучения, но частота выбраковки при использовании технологии скуба под водой была выше. И тратил я порядка 40 минут на то, чтобы это очень долго. заготовить трансплантат. При подходе с панчем море по Мурейну, если все хорошо, достаточно 10 минут, и трансплантат готов. Поэтому давайте. Так, слава богу,
что у меня он один. Но я хотела рассказать вам про пациента, который... Это молодой человек, 30 лет. Он обратился впервые в 2022 году. У него, как вы видите, почему я добавила еще второй глаз, потому что здесь видно посткератита, изменения на роговице. Он носил, у него миопия средней степени, он носил контактные линзы. И так уж случилось, что у него возник вот такой процесс. Мы видим, что правый глаз, здесь зрение очень низкое, как бы Там васкуляризированное. опечатка, да, это левый Да, глаз. Мгм. да, левый глаз. Мгм. Васкуляризированное бельмо такое роговицы, помутнение как раз. И он, если честно, вот как-то пришел к нам, потом пропал, пришел через год. Мы видим, что пациенту была выполнена кератопластика сквозная. И при этом это было сделано не в России, при этом, как он нам сказал, ему еще пересадили культивированные клетки стволовые, то есть боролись с эпителизацией и сделали это как комбинированным вариантом, сквозная плюс клет. Мы видим, что здесь фиброз такой достаточно грубый задних слоев, то есть это сквозной трансплантат. Задние слои здесь достаточно выражено, имеют выраженное поражение. На ОКТ это очень хорошо видно, да, то есть это даже какая-то, можно сказать, как будто уже какая-то мембрана образовалась ретрокорниальная. И вот когда эпителиальная, когда мы делаем пахиметрическую карту, Не распознаю. да, когда она ее не распознает, это говорит о том, что больше 800 микрон роговица отечна. Мы решили выполнить ему заднюю автоматизированную послойную кератопластику с заменой хрусталика. Стандартно, в принципе, факоэмульсификация в таких случаях выполняется достаточно стандартно, хотя увидите, что пациент не совсем обычный. Здесь имеется субатрофия радужки, то есть на ОКТ, я не знаю, заметили вы или нет, у него достаточно выражено были спайки. И вот здесь хирург Калиников Юрий Юрьевич убирает десциметровую мембрану с эндотелием. Мы видим, что все равно какой-то, да, фиброз в принципе присутствует. Здесь это он тут просто отсвечивает. Сейчас это происходит удаление хрусталика. С имплантацией ИОЛ в данном случае мы использовали хою. Затем пациент очень жаловался, что у него некрасивый зрачок расширенный. Мы решили, ладно, попробуем ему заузить, чтобы также снизить меньшее количество операций. Дальше мы видим, тоже это был материал iLab. Мы при манипуляциях опять зрачок разошелся, мы его опять заузили, попробовали, потому что радужка была, извините, как тряпка просто, она никак не сшивалась. В итоге, как вы видите, несколько раз мы вводили газовоздушную смесь. Как бы все закончилось более-менее нормально. Мы делаем такие операции амбулаторно, то есть отпустили пациента в этот момент просто домой. Он приходит на следующий день, и вот как раз мы видим, что газ, да, он отодвинул как бы ИОЛ чуть назад и встроился в проекцию зрачка. И при этом мы видим, что у нас задний послойный трансплантат не прилежит. Это достаточно большая уже считается как бы щель, да, между роговицей. Конечно же, мы вводим ему повторно воздух. Причем здесь вы видите, вот обратите внимание на строму, то есть вместо дисциметра эксиса, насколько она шероховатая, неровная, такая дисконгруентность, она, конечно, тоже затрудняет такую хирургию. Тем не менее, мы ввели газовоздушную смесь, мы видим, что все равно есть небольшой диастаз между заднепослойным трансплантатом и стромой. При этом такая роговица, конечно же, отечна. Тем не менее, проходит 1 месяц, у нас резорбируется уже отек. Все равно вот мы эту щель очень долгое время, до полугода мы ее наблюдали. То есть она вроде бы как не несла никакого сильного такого отрицательного эффекта, потому что пахиметрия роговицы восстановилась. Но 6 месяцев после операции у пациента возникла вторичная катаракта. Мы, конечно, вообще не хотели его, честно говоря, сильно трогать, потому что столько уже было всего сделано. Тем не менее, хирургам было принято решение операционное с помощью витреотома рискнуть почистить, потрогать эту
заднюю капсулу. Как вы видите, Лазером здесь... нельзя, потому что линзу нельзя поставить на глаз. Ну, вы знаете, тут много нюансов, почему нельзя именно лазером это сделать. Во-первых, потому что миопия высокой степени, пациент с -5 почти. А когда бьет, да, вот этот лазер, да, як-лазер, он имеет очень сильную волну, такую, свое действие у него очень сильное. Это вообще пациент с миопией лучше этого не делать. Во-вторых, у него хрусталик достаточно не совсем как бы хорошо, как он стоял. То есть мешок такой был, все очень такое, знаете, разболтанное, да. Решили не трогать. Вот мы ему провели, прошло год после операции, мы ему почистили заднюю капсулу, и вы видите, у него достаточно высокая с коррекцией зрения. Тем не менее, как вы видите, вот сверху фиброз стромы остался. И здесь вот в чем дискуссия? В том, что, ну что было делать? Вот сквозную еще раз кератопластику, чтобы заменить опять все слои, или сделать заднюю, но зная, что будет вот этот остаточный фиброз. И, к сожалению, мы надеялись, что он немножко хотя бы подрассосется на стероидах, но вот он не резорбировался никак, и мы пока наблюдаем вот такую картину. Но все равно по зрению. Да. Нет, ну, в целом хотел бы, ну, как бы собственное мнение по поводу каких-то там рубцовых изменений стромы. Мы никогда не знаем, что даст человеку счастье. Иногда бывает после рефракционной хирургии острота зрения единица. Пациент без улыбки заходит, говорит, да, я недоволен. Что-то мне, я себе это представлял иначе. Да, и все-таки, поскольку я, возвращаясь к пересадкам, увлечен послойными, но сквозную люблю не меньше. Но количество осложнений после сквозных, оно толкает меня каждый раз думать о послойной. И большая часть вот моих клинических случаев, она как раз посвящена ситуациям, когда можно было бы рассмотреть вариант сквозной. Но что может дать послойная хирургия, когда ты смотришь как будто бы на необратимые изменения роговицы, мы сейчас увидим. Хотя начнем мы с клинического случая у пациента с дистрофией Фукса, где есть и диффузный отек, и такой локальный, более выраженный отек на зоне максимальной декомпенсации, отсутствия клеток. Здесь, как бы в этом клиническом случае была выполнена задняя послойная кератопластика, поскольку технология трансплантации десциметровой мембраны пока еще не была освоена. Но особенностью этой хирургии является то, что мы использовали нанотонкий трансплантат, фемтосекундный лазер формировал на глубине 70 микрон. И единственным нюансом является то, что момент отсепаровки очень деликатный, поскольку ткань очень тонкая, очень мобильная, и управлять ей действительно достаточно сложно. Опять же, очередной особенностью являлось то, что мы не использовали глайд Бузина, а использовали обычный картридж-книжка, медицелевский, куда загружали свернутый конвертиком трансплантат. Но здесь идут стандартные этапы формирования хирургических доступов, удаление десциметровой мембраны и десциметорексис, и по сей день, как правило, мы проводим с использованием когезивных вискоэластиков. Иногда это делается на воздухе, но в тех случаях, когда у нас Constellation рядом под боком, как правило, все-таки стоит обычная фак-машина, поэтому вискоэластик используем. На мой взгляд, использование вискоэластика позволяет более четко контролировать удаление десциметровой мембраны, ее хорошо видно, и не остается каких-то остатков, которые могут быть, ну, тоже неким препятствием для хорошей адгезии. Опять же, здесь мы используем метилцеллюлозу, которую капаем на эндотелиальную поверхность. На тот момент и при работе фемтосекундным лазером мы тоже использовали метилцеллюлозу, но потихонечку от этого ушли, опять же, сопоставив количество дезадаптации трансплантата или неполного прилегания. Вот свернув эндотелием внутрь, такой конвертик, мы его аккуратненько продвинули в носик инжектора,
И дальше практически как интраокулярную линзу мы Мгм. вводим его в переднюю камеру, несколько расправляем с помощью физраствора. И опять же, одним из нюансов является то, что из-за вискоэластика он не расправился сразу целиком. Мгм. И дабы не манипулировать крючками, просто вот этим же воздухом, чуть поддавив на наружную поверхность, Мгм. удалось его расправить, полностью центрировать. И в данном случае удалось сохранить эпителий, хоть он и поехал, у нас немножечко такой получился дефект, но эпителизировался он очень быстро, и в раннем послеоперационном периоде нам удалось достигнуть сразу высоких зрительных функций, и толщина трансплантата была там на выходе порядка 30 микрон. Следующий клинический случай – это булезная кератопатия, уже такая 4-5 стадия. На ОКТ мы видим и субэпителиальную фиброплазию, обширные булы, и также очень выраженный фиброз на уровне дисцеметовой мембраны. Казалось бы, сквозная. Но хотели продемонстрировать именно возможности восстановления эндотелиальной функции и как может выглядеть роговица после того, как мы восстановили эту эндотелиальную функцию. Соответственно, с корификатором мы просто нашли вход для шпателя под эту субэпителиальную фиброплазию. С помощью шпателя тупым способом просто отсепаровали все до лимба, и в дальнейшем просто таким вот единым блоком всю эту фиброзно измененную ткань мы уберем. Под этой фиброзно измененной тканью мы сейчас увидим достаточно выраженный уже глубокий, строма достаточно прозрачная, но видим и глубокие, сейчас увидим глубокие сосуды. Опыт показывает, это не единственный такой клинический случай, что когда уходит отек, когда уходит ишемия, сосуды не исчезают, но очень сильно запустевают. Вот мы видим в параоптической зоне такой хороший, мощный ствол. Классического дисцемета рейса, стриппинга дисцеметовой мембраны здесь не было, потому что эту фиброзную ткань, ее вот только пинцетом, и она уходит практически до лимба. Опять же, уже вымыв вискоэластик, вводим трансплантат. Ну, здесь вы глайдом пользуетесь. Да, потому что Так решили. дальше я освоил трансплантацию дисцеметовой мембраны, и там, где нужно делать дисцеметку, я делаю дисцеметку. А все-таки задний послойный трансплантат предпочитаю вводить через 4-4,5 мм с помощью глайда Бузина, потому что так в меньшей степени сворачивается и сжимается трансплантат. Конечно. Значит, ввели трансплантат, адаптировали его, на чем, собственно говоря, операция заканчивается. Но здесь мы можем видеть еще и с помощью интраоперационного когерентного томографа, что есть хорошая адаптация. Да. И вот наш послеоперационный период. В зоне, где были сосуды есть, но мы их не видим. То есть они просто запустили. Следующий клинический случай, вот такая роговица, которая при когерентном томографе даже не полностью поместилась в окно исследования. То есть тут 1900 микрон в центре. Да, это мощно. Опять же, есть мнение, что такие роговицы не могут восстановить свою прозрачность. Ну и, собственно говоря, как работать, ничего не видя. Но, опять же, благо есть операционный микроскоп с интраоперационным УКТ, который позволяет видеть и структуры передней камеры, и принимать правильные действия в передней камере. То же самое, проводится разметка. Дальше, поскольку задние слои также фиброзно изменены, тоже удаляется дисцеметовая мембрана вместе с фиброзным слоем. Благодаря наличию встроенного томографа, убрав основной массив, было видно, что еще небольшой фрагмент остался, глазами этого видно бы не было. Сделали всю необходимую подготовку. Опять же, роговица непрозрачная и недостаточно прозрачная, чтобы хорошо контролировать положение трансплантата в передней камере. Благодаря интраоперационному ОКТ мы видим, что трансплантат имеет подворот внутрь. Поэтому прежде чем вводить воздух, мы сначала его разгладили. И дальше уже, опять же, под контролем интраоперационного КТ вводим воздух.
Сейчас мы увидим, что есть... Вы здесь тоже воздух, да, вводите? Да, То есть вы в любом случае. я ушел от газа, мне кажется, его сложнее дозировать. Вот, опять же, трансплантат имеет определенную складчатость, но достаточно вот такого поглаживания, иногда более агрессивного по передней поверхности, чтобы разгладить практически любые складки. Главное, чтобы не было подворотов самого краев трансплантата внутрь. Поэтому вот, понятно, что это в ускоренном варианте, но, собственно говоря, если скорость уменьшить в 3 раза, вот это все время, которое потребовалось для того, чтобы разгладить этот трансплантат. И вот наш послеоперационный период. Шикарно. Очень хорошо. Роговица, безусловно, чуть-чуть все равно сохраняла такой неправильный сферический профиль. То есть вот такие мощные отеки, они уходят все равно с формированием некой торичности роговицы. Но тем не менее пациент счастлив, мы счастливы тоже. На сегодняшний день уже не фотографируем, но на сегодняшний день уже 4 года с момента хирургии трансплантат сохраняет свою функцию. Это наша помощь коллегам, это то, о чем мы говорили, что микрокератом формирует неравномерную толщину по периферии к центру. Здесь глаз сложный, перенесший массу хирургических вмешательств, авитриальный глаз, паралитический медриаз, обширная колобома, дефекты капсульного мешка, за счет которых воздух мигрировал в задние отрезки, трансплантат не мог прилечь как по причине отсутствия воздушной поддержки, так и по причине того, что он имел такой неправильный профиль, то есть микрокератома еще не очень хорошо сработал. Это 5-е сутки после хирургии, после неоднократного введения воздуха. Мы взяли пациента на повторную хирургию с использованием специального такого разработанного нами подхода бандажного стромального лоскута. Но прежде чем делать саму трансплантацию, безусловно, мы ушиваем зрачок, ушиваем колобому, делаем ридохрусталиковую диафрагму более стабильной, с тем, чтобы была более полноценная воздушная тампонада. После того мы формируем с помощью фемтосекундного лазера сначала эндотелиальный трансплантат, переносим его на глайд Бузина. Из этой же самой роговицы, но с наружной стороны, делаем уже 9-миллиметровый защитный бандажный стромальный лоскут, который первым этапом вводим в переднюю камеру, тем самым стабилизируя ее для хорошей дальнейшей воздушной тампонады. Дальше уже под контролем УКТ в это пространство вводим эндотелиальный трансплантат и завершаем операцию воздушной тампонадой. И, собственно говоря, на выходе, пока еще не на выходе, но вот бандажный стромальный лоскут, как правило, всегда в свободном положении, он не контактирует с эндотелием. И уже на сегодняшний день 8 месяцев после хирургии прозрачная роговица с улучшением функций за счет того, что были отслойки. Пациент доволен. 0,05 это было то зрение, которое наступило, которое было до эндотелиальной дисфункции. Спасибо большое за то, что посетили нас. Пожалуйста, очень было интересно, спасибо очень интересная за приглашение. дискуссия. Я думаю, эта беседа должна еще будет выливаться какие-то часть 2 и часть 3, потому что тема, правда, Очень обширная. большие, да. Большая, поэтому спасибо вам большое. Вам спасибо. Мы коснулись краешком сквозную. Есть возможность поговорить про сквозную более подробно, про глубокую переднюю более подробно, про различные варианты модификации эндотелиальной кератопластики и ДИМЭК, и ПИДЭК. Да. И лимбальной кератопластики. Да. Спасибо. Спасибо Есть и большое. такой опыт, да.